Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, какой-то инсайт вы все равно получите. Или мы с вами проведем приятное время, мои дорогие близнецы. Давайте разложим карты. И достанем первую, она будет обозначать, что важно знать на неделю для вас, для вашего знака зодиака, как видят карты, что будет актуально наиболее, чем будете заниматься. Ух ты, итоги какие-то будут подводить близнецы, и когда не захочется даже оглядываться назад или в какое-то прошлое. Что-то, знаете, постепенно, но какая-то обстановка словно проясняется, или какое-то важное решение вы можете принять. Это карта страшного суда, карта избавления от боли, от страданий. Какая-то точная история для вас закончилась или заканчивается на этой неделе, и можно как будто выдохнуть спокойно, свободно и построить планы на будущее. Здесь словно пространство вам помогает с чем-то определиться. И по этой карте больше свободы, больше вдохновения. Какие-то прежние, как оковы, или то, что вас удерживало, где-то уже, может быть, надоело. А вот здесь вот что-то начнет меняться для вас плюс. Это старший аркан. И здесь напрямую, словно пространство, вселенная, назовите как угодно, помогает вам, близнецы. Чего не избежать или неожиданности, давайте достанем вот такую карту на неделе. И у нас Паж Пентаклей выпадает. Знаете, это как решение вопросов по финансам или какие-то приятные новости по финансам. Вопросы, связанные с вашими детьми, кстати, подросшими детьми. Участие, может быть, в жизни ваших детей, в том числе и финансовое какое-то, может быть. Или это ваш ребенок, который где-то учится, может быть, и тоже вы будете как-то взаимодействовать. Это может говорить еще и о том, чего не избежать. Вы захотите куда-то пойти учиться, чему-то. И здесь, да, тысяча, может быть, каких-то вариантов. Или это по работе, или это ваше какое-то хобби вы захотите развить, или то дело, которое вам интересно. По этой карте мы можем получить, кстати, и деньги, или можем получить какое-то ценное предложение. Но есть какая-то определенная либо информация, связанная с финансами, которая будет для вас как-то в плюс, открывать новые возможности. Либо где-то тоже мы чему-то учимся, но в последующем как-то применить к финансам мы можем эти или к какому-то благополучию эти знания, либо это вопросы с вашими детьми. Вот что-то у каждого по-своему, безусловно. Чему сейчас не время? Что думают карты на этой неделе, мои дорогие близнецы? Давайте достанем эту карту. Ну, я не могу сказать, что чему-то сейчас не время. По этой карте это буквально туз пентаклей, получение денег, правда, у кого-то проигрывается. Или получение документа какого-то долгожданного. Может быть, это документ или предложение, или важного известия, важного какого-то решения. Хотя отчасти это может говорить еще и о том, что это вы какое-то решение будете окончательное принимать с учетом 20-го старшего аркана. Но есть то, что нас определенно радует. Хотя нам говорят не время, может быть, не время расслабляться, но я не могу сказать, что однозначно чему-то не время. Хотя иногда, знаете, туз пентаклей проигрывается как та новость, которая меняет несколько наши планы. Это не прописано ни в одной колоде, но по факту это есть. И я, кстати, и среди подписчиков, вот мне, наверное, пару-тройку человек писали об этом. Ну и сама по опыту знаю. Поэтому для кого-то это важно услышать, чтобы не было неожиданностей. Так вот, приходит какая-то новость, и мы вынуждены перепланировать то, что мы уже как будто себе наметили. Но в последующем мы понимаем, даже если эта новость нас так вот немножко, ну, выбивает из колеи, то в последующем мы видим, что это было для нашего блага. Ничего не случается просто так. И кто знает, какое-то известие, может быть, вы получите, чему сейчас не время. Но не время, наверное, мы чего-то не сможем изменить. И тогда эта карта может означать, что вам, мои дорогие близнецы, придется, может быть, у кого проиграется вот это известие,
вам придется самому или самой перепланировать или скорректировать какие-то планы. Вот может быть так. А что нам будет помогать? Давайте узнаем. Карта Иерофант. Это какой-то по вселенским законам, вот с учетом еще и 20-го старшего аркана, словно какая-то ситуация развивалась постепенно, достигла своего пика, и что-то у вас происходит, вот знаете, как по законам Вселенной или по каким-то, может быть, отчасти и по мирским законам, но и по законам каких-то высших сил. По этой карте проигрывается, знаете, как вплоть до венчания или решения каких-то важных вопросов. У кого-то может проиграться, увы, и развод, кстати. И я освободился или я освободилась с учетом страшного суда, окончание каких-то прений, и может быть быстрее, чем вы думали. Но это карта Иерофант, когда мы опять же готовы учиться, поэтому старший аркан, он может проиграться по-разному, но нам, значит, будет помогать, как и учеба, если мы все-таки на это будем настроены, так и оформление каких-то документов, оформление отношений, заключение каких-то соглашений, принятие важных решений, может быть, какие-то контракты или еще какие-либо документы, опять же, которые мы составляем с учетом традиций, с учетом какого-то порядка, какой-то логики, системы иерархии, может быть, отчасти бюрократической машины. Или по этой карте мы готовы учиться на чужом опыте. Может быть, какой-то вопрос вы будете узнавать, кто, как, где, допустим, подобные ситуации разруливал, где какие грабли нашел, кстати, да, именно на чужом опыте мы учимся, и это словно какие-то ключи к нашим новым возможностям. Но все-таки старший аркан, у вас два старших аркана, все, что с вами происходит сейчас, мои дорогие близнецы, это по каким-то канонам Вселенной, или назовите это, ну, ход небесных фишек, вот как будто мы должны пройти через этот этап. И это ведь карта стабильности, порядка, надежности. И люди по этой карте надежные, или союзы, кстати, надежные происходят. И для кого-то это может быть какая-то финансовая история, которую вы хотите словно закрепить. Может быть, документы финансовые будете составлять. И так тоже может быть. Давайте мы зададим карту, достанем точнее карту, зададим вопрос, что скрыто или может быть скрыто. Сказать, что нарочито что-то скрыто, хотя по пятерке мечей какая-то сложная ситуация, с которой хочется разобраться. Но это не свежая ситуация, это что-то из прошлого. Был какой-то конфликт, недопонимание. Это карта пировой победы, когда мы вроде бы остались победителями, но что-то какая-то оскомина, нет радости от этой победы. Когда мы, может быть, кому-то прежде вступили с кем-то в конфликт или нас вызвали на конфликт, мы кому-то что-то доказали, да, как будто мы одержали эту победу, но так сказать, что нас это как-то вдохновляет, то скорее нет. И здесь, я бы сказала, карта просто нам говорит какую-то предыдущую, может быть, сложную атмосферу или с тем человеком, который сам по себе может быть конфликтный, или если у вас были какие-то споры тоже с конкретной персоной, мы не должны обострить. Мы не должны где-то поддаться импульсу, а, кстати, нас могут провоцировать. Это как возврат из прошлого какой-то ситуации, именно со знаком минус и с пониманием какого-то либо спора, либо какого-то противостояния, конфронтации. Вот мы словно обновить это точно не должны. А нас, значит, где-то могут вынуждать. Или, зная характер, допустим, ваш, если вы любите какую-то четкость и все сразу расставить по местам, тоже могут где-то вас провоцировать. Поэтому будьте внимательны. Вот конфликтов быть не должно. Противостояние на неделе как будто тоже. Давайте мы узнаем. Дела, работа, бизнес. Какова энергетика на неделю? Что-то завершается, правда? У кого-то и суды завершаются, у кого-то отношения завершаются, у кого-то смена работы. Трансформация, мои дорогие близнецы, идет по этой карте. Кстати, по этой карте, если вы ожидали какую-то сумму денег, может быть и сумма крупная, а она все не доходила по каким-то причинам, от вас независящим, то вы деньги получите, это точно. То есть, ну, вы знаете, вы уже как бы заработали, да, но вот
Деньги до вас не дошли в какой-то предыдущий период. Здесь они как будто приходят. Но в целом эта карта, повторюсь, трансформация не будет как прежде, вот о чем нам говорит карта. И здесь кто-то из вас может словно себя перепрофилировать на что-то другое. Или занимались каким-то одним делом, проанализируйте обстановку, и возьмете какой-то курс совсем в другом направлении. Может быть такое. Или вы получите известие, или вокруг вас какая-то атмосфера такая сложилась, что не оставляет вам каких-то сомнений. Вы четко будете знать, что я буду делать. Но это повлечет для вас, может быть, как и смену статуса, смену каких-то возможностей. И карта нам говорит, какой-то путь ты должен будешь проделать в одиночку. Поэтому искусство мелких шагов. Если все же, опять же, старший аркан, если на кону стоят какие-то документы, ну, где-то не ускоряемся. Словно сделали один шаг или один визит к какому-то чиновнику и посмотрели, как завершится то или иное дело. Или пока мы получим какой-то результат, эффект, подпись, печать, там, ну вот что вы хотите осуществить. И только потом как будто мы приступаем к чему-то новому. Хотя дела, работа, бизнес, это может быть как предложение получения новой должности. У кого-то проиграется так, с учетом 20-го старшего аркана. Вы хотели занять чью-то должность, то есть человек как бы работал по своей там либо специальности, профессии, либо в своем качестве. И вы бы очень хотели себя попробовать в этом деле. Но поскольку прежде должность была занята, а здесь какой-то разворот, и вам могут предложить, ну, как новую работу или какое-то совершенно новое, может быть, приложение ваших собственных сил. И я бы сказала, с чем-то надо согласиться, правда? Словно мы новый опыт отстраиваем. И тут, и как из области рационального, нам будет сложно просчитать, пригодятся нам как тот или иной опыт, те или иные знания, быть открытым миру. Помните, наверное, что какая-то прежняя история заканчивается, и нам нужно построить словно новый статус. И это может быть как и по работе, а где-то отчасти это может быть и личная жизнь, которая сопряжена с какими-то документами или вашими решениями. Вот все равно старший аркан, он не проиграется в одной какой-то сфере. Это будет еще говорить о том, что какая-то реструктуризация всех ваших сфер жизни может наступить. Одно меняется, а тянет за собой, словно вереницу других перемен для вас, может быть, и по финансам, и в личной жизни. Но вот тут у каждого по-своему. Давайте мы про финансы как раз посмотрим, какова энергетика на эту неделю. Королева мечей, ну это как раз где-то ваша энергетика. И знаете, не дать себя заставить врасплох. Нам как раз сказали, что деньги как будто будут. Может быть, вы будете что-то решать. Или какой-то денежный вопрос будет актуален в течение недели. И я бы сказала так, держать все под контролем. А для кого-то с учетом всех этих карт и 20-й аркан, как будто мы должны быть отчасти готовы от чего-то отказаться, чтобы что-то очень крупно важное удержать. Быть готовым к какому-то компромиссу, может быть, для кого-то из вас придется. Но сказать, что мы идем на этот компромисс на этой неделе, я не могу. Ну, наверное, тут решать только вам. Я бы сказала так, что держим руку на пульсе, все подмечаем. И если мы готовы к неожиданностям, что в любой момент что-то может измениться, ну, видимо, вот соединить придется как логику, интеллект и интуицию и прочувствовать, каковы мои действия. Ну, что-то важное для вас может стоять на кону именно по финансам. И предполагается все же, это ведь у нас прообраз Юдифи, как будто мы от чего-то будем отказываться, но чаще это какой-то балласт. Значит, какую-то историю себе со знаком плюс в последующем именно по финансам мы можем себе обеспечить. Или окончательно решить какой-то вопрос, который так или иначе перемежается все равно с деньгами или у кого-то имущественные споры. Вот так тоже вполне может быть. Давайте посмотрим, а что у нас в личной жизни для вас, мои дорогие близнецы?
открыты новому, как новым отношениям. Или вообще по тройке пентаклей мы, правда, чему-то учимся. Может быть, мои дорогие близнецы, кто-то из вас пойдет на курсы или изучение чего-либо и встретит нового человека, какое-то новое знакомство, потому что у кого-то, особенно, наверное, для тех, кто один или одна, какое-то вдохновение вас может посетить, и вы захотите чем-то заниматься. И вполне вероятно, каких-то единомышленников можете встретить. Или человека, с которым у вас начнется что-то по делу, да, как интерес какой-то, а в последующем перерастет в дружбу или во что-то большее. Но для кого-то из вас это еще все-таки у нас еще сдача экзамена. И может быть это правда будет напрямую экзамен, когда мы что-то учили, а тут мы уже переходим на новый уровень и сдаем этот самый экзамен. А у кого-то из вас это может быть жизненный экзамен, что мы вот проходим, да, у нас выпадает 13-й старший аркан и 20-й. Мы жизненный экзамен, какую-то, знаете, как пороговое какое-то значение мы перешагиваем, и какая-то история заканчивается раз и навсегда. И для нас она уже не будет как каким-то балластом. Мы навсегда от чего-то будем избавлены. И нам, словно пространство Вселенная, какой-то урок не преподаст еще раз. Вот у кого-то и так. Какие-то выводы вы будете делать, я могу так предположить, мои дорогие близнецы. Ну, я так думаю, для людей семейных, с учетом карты Иерофант, наверное, если есть какие-то события в вашей семье, то они где-то будут уже обусловлены тем, чем вы занимались, может быть, на предыдущей неделе. Или вы уже как будто знали подоплеку событий или развитие событий. А вот для тех, кто один или одна, тут какие-то могут быть как и важные знакомства, так и важные ваши решения. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.